Друзья, всем привет! Ну что, новый день, третий микрорайон. Как видите, произошло небольшое изменение. Я наизотопил себе оператора, поэтому могу сегодня рассказывать вот так, жестикулируя, показывая, там, указывая и вот это вот все. Ну, вы поняли. Ну что, третий микрорайон, значит, сегодня мы увидим детские садики, Золотой ключик и Теремок, магазины Восход и кулинария. Локации, которые никто никогда не видел. Нигде не существует ни одной фотографии. Бассейн Лазурный и ДК Юбилейный. Собственно, почему я вот так стою здесь и вот так размахиваю руками по кругу? Дело в том, что мы стоим сейчас практически в самом центре, географическом центре, имеется в виду, третьего микрорайона. Вот так вот он выглядит. Такие вот себе джунгли, да, и маленькая бетонная площадка. Видимо, здесь какая-то была парковка или что-нибудь в таком духе. Хотя тогда, когда она здесь была, слово «парковка» в Советском Союзе еще не существовало, конечно же. Вот. И, как вы понимаете, третий микрорайон у меня находится вот он. Но по уже сложившейся маленькой традиции моего канала, сначала мы не пойдем вот сюда, вот сюда. Сначала мы пойдем вот туда. В небо, друзья. Погнали! Друзья, давайте еще раз пробежимся по нашим сегодняшним локациям. Итак, за гербовой 16-этажкой спрятался магазин «Восход», детский садик «Золотой ключик», детская поликлиника, третья школа, бассейн «Лазурный», дом быта «Юбилейный». А начнем мы с детского садика «Теремок».
Друзья, локация, которую я вам сейчас хочу показать, это детский садик «Теремок». И до недавнего времени это был практически обычный детский сад, такой же, как и остальные детские сады в Припяти. Да, со своими какими-то внешними отличиями, но в целом это был просто оставленный, брошенный детский сад. Однако недавно случились события, а люди, которые следят вообще за чернобыльской тематикой, за чернобыльскими каналами, должны об этом знать. Недавно господа Полесские начали новый интересный проект. Проект восстановлений, проект ремонтов в городе Припять. Ни в коем случае не хочу сейчас ни с кем обсуждать моральную сторону этого вопроса. Тут у каждого свое мнение, и я свое мнение оставлю при себе. Но именно в детском садике «Теремок» они сделали те самые знаменитые восстановления, те самые 2 комнаты, я имею в виду на первом этаже игровую и на втором этаже спальню, которые сделали этот садик знаменитым. Вот так. Вот такой вот привет здесь передают сталкерам. И вот так сейчас выглядит игровая комната, которую делали Полесские. Стас, с большой долей вероятности ты смотришь этот видос. Привет вам огромный. И еще раз огромнейший респект. И вторая комната, которую делали Полесские. Здесь уже такая достаточно интересная тема. Вот эти рисунки, это уже не Полесских. Эти рисунки, это уже было добавлено, скажем так, людьми, поддерживающими это начинание. Друзья, отвечая на незаданный вопрос, да, я спрашивал у Стаса, не против ли он, чтобы я четко засветил место, где они делали ремонт. После его утвердительного ответа этот эпизод попал в мое видео. Друзья, мы с вами идем к еще одной, еще к одной достаточно известной, достаточно популярной локации в 3-м микрорайоне. Мы идем с вами в 3-ю школу. Ну что, друзья, 3-я школа. Место в 3-м микрорайоне, не знаю, по популярности может соперничать разве что с бассейном Лазурный. Что, в принципе, неудивительно, учитывая, на каком расстоянии друг от друга они находятся. Вы это увидите чуть позже. Вот. Сама же школа 3-я, мне лично она нравится тем, что она достаточно необычная конструкция. То есть, если посмотреть на нее сверху, она вот так немножко необычно выглядит. Сохранилась достаточно неплохо. Видно по вот этому специальному покрытию, которое можно увидеть даже в холле, что школа еще после аварии использовалась ликвидаторами, однако никто не может четко и точно сказать, для каких именно целей. То есть, да, использовалась, возможно, как склад, возможно, как какой-то перевалочный пункт. Более подробно, увы, сейчас уже не скажет никто. Ну и, друзья, просто чтобы вы понимали. Вот 3-я школа. Вот я. И просто сейчас считайте количество шагов. 1, 2, 3. 33, 34, 35. Дальше я, друзья, не пойду, но я думаю, шагов в 40-45 мы вложимся. Бассейн, чтобы он был жив-здоров, стоял долго и счастливо, Лазурный. Друзья, не поймите, пожалуйста, неправильно мой скептицизм в отношении бассейна Лазурный. Я не имею ничего против самой локации, самого бассейна, но меня просто очень сильно раздражает и в какой-то степени злит его вот такая овер-раскрученность, если можно так выразиться. То есть надизвестность, что ли. Когда не все, далеко не все, но очень большое количество людей, которые задают мне вопросы о Припяти, меня спрашивают только о бассейне. Зная о том, что в Припяти огромное количество интересных атмосферных мест, которые очень бы хотелось показать и о которых очень бы хотелось рассказать, слышать в ответ «нам ничего не интересно, кроме бассейна», вот этот факт меня несколько расстраивает. Более того, даже люди, которые узнают о том, что я работаю в зоне отчуждения, не все, но очень часто первым вопросом задают: «А ты в бассейне был?» Вот именно с этим связан вот этот момент скепсиса с моей стороны.
Касательно же самого бассейна, знаменит он в первую очередь тем, что работал еще долгое время после аварии. Более того, даже мои родители рассказывали мне о том, как они купались в этом бассейне. Закрыт он был уже в 90-х, если я не ошибаюсь, в 98 году, в тот момент, когда город уже отключали от всех коммуникаций. Я имею в виду электричество, водоснабжение и канализация. Сейчас хочу показать вам еще одно место. Это место уже относится к разряду, как я люблю говорить, небаянных. И это место очень непопулярно, хотя по-своему интересно. Прямо напротив бассейна. То есть обратите внимание, бассейн и этот магазинчик помещаются в один кадр. Это магазин кулинарии. Маленький магазинчик, естественно, прямо при доме. Здесь, скорее всего, не было ничего. Окей. А вот сам магазин выглядит вот так. Можно заглянуть вовнутрь. Тут внутри еще осталась какая-то утварь интересная. Есть на что посмотреть. График работы магазина был когда-то, но стекло не выдержало. Опять-таки, скорее всего, под влиянием человеческого фактора. Ибо очень сильно сомневаюсь, что это сделала природа. Даже кассовый аппарат сохранился. Ну и бутылка портвейна, это уже явно из более позднего времени. Отошли мы буквально 50 метров от третьей школы, бассейна Лазурный, от магазина кулинария. И здесь на углу улиц Лазарева и Спортивной находится Дом быта. Я думаю, надо объяснить, что вообще такое был Дом быта в Советском Союзе. Это место, где как бы вот в одном месте находились прачечная, химчистка, швейные мастерские, разные мастерские по ремонту одежды. То есть, говоря каким-то таким плюс-минус современным языком, это была, скажем так, аутсорсинг по поддержанию в порядке вашего домашнего инвентаря. Во. Думаю, такое определение, ну, если оно не точное, то оно достаточно близкое к истине. Сейчас же состояние дома быта достаточно плачевное, что неудивительно. Давайте покажу вам поближе. Можно мне камеру, товарищ оператор? Я вас искренне благодарю. Покажу вам поближе. Здесь пустые проемы. Значит, что правильно? Значит, здесь были стекляшки. А стекляшки в Припяти в большинстве своем были в алюминиевых рамах. Я думаю, продолжать эту грустную историю смысла нет никакого. Куда все это делать? Думаю, людям достаточно понятно. Вот такое вот это здание изнутри. Так вот оно все выглядит. Выглядит достаточно уже плачевно и подтаскано. Продуктовый магазин самообслуживания «Восход». В любое другое время, кроме лета, эта локация достаточно популярна, потому что ее хорошо видно с дороги, и место достаточно фотогеничное, поэтому его достаточно часто фотографируют, и можно найти на просторах интернета, давайте говорить так. Сейчас же он менее популярен, но место достаточно знаменательное, и не показать его вам было бы маленьким преступлением с моей стороны. Поэтому вот так. Такое вот очаровательное место. Что, друзья, вот он магазин «Восход». Проходим его. Проходим мимо арки, которая стоит между магазином «Восход» и гербовым 16-этажником. Вот так вот выглядит гербовой шестнарь
со стороны двора. Обычный, ничем не примечательный, 2,60. Кстати, я, честно говоря, не совсем помню, говорил ли об этом в ролике о 4-м микрорайоне, когда я более подробно рассказывал о домах 2,60 или нет. Но поскольку эти дома строил Минатомстрой, они достаточно популярны. То есть их можно найти во многих атомоградах. И для любителей вот такого урбан-туризма могу порекомендовать съездить в город Южноукраинск. В Южноукраинске есть такой дом, причем он жилой, посмотреть, как бы это выглядело сейчас, скажем так. А мы идем вот сюда, это ворота. Вот эти ворота, это вход в детский садик «Золотой ключик». Детский садик «Золотой ключик». На самом деле дать о нем какую-то новую или неизвестную доселе информацию в принципе весьма тяжело, потому что это вполне себе обычный по припятским меркам детский сад. Находится он по адресу улица Курчатова, 16, и вот так он выглядел до аварии. Сейчас же он выглядит, сами видите как, можно заглянуть вовнутрь, тут еще опять-таки сохранился какой-то инвентарь, в этом плане он чем-то похож на Чебурашку в 5-м микрорайоне, однако он не настолько популярен по той причине, что сюда надо идти отдельно. Тогда как Чебурашка, он в принципе, практически на туристическом маршруте. Я думаю, поэтому о нем не так много информации, и мне приятно, что я могу вам его показать. А мы продолжаем нашу прогулку, друзья, и наша следующая остановка – детская поликлиника. Не знаю, получится ли у меня показать вам эту табличку, но я сейчас, по крайней мере, очень постараюсь. Давайте-ка я прицелюсь. Не знаю, будет вам видно или нет, но надпись вот здесь сверху гласит «Детская поликлиника». Я, честно вам скажу, я вот хочу себе представить, что будет, если это здание простоит еще лет 15, и когда это будут стены из плюща. Не просто здание, да? Мы здание уже видеть не будем, мы будем видеть только стены. Стены, покрытые плющом. Друзья, если есть желание оформиться в детское дошкольное учреждение, школу, дом отдыха, пионерлагерь, то вы можете поставить это видео на паузу, изучить необходимые документы, список документов составить и подать заявление в детскую поликлинику города Припять. Крайне рекомендую делать это до востребования, потому что возможны варианты. Ну, как я уже привык к тому, что в таких местах все это выглядит вот так. Вот она все по-прежнему детская поликлиника. Если бы я не знал, что вот там, я решил бы, что города уже нет, и это сосновый лес. Потому что вот эти сосны, торчащие из-за деревьев, это, конечно, зрелище обалденное. Собственно, как и здесь. То есть ты выходишь из поликлиники, делаешь несколько шагов и попадаешь в сосновый лес. Вот только если бы я не знал, что там, я бы именно так и подумал. Друзья, я отобрал камеру у оператора для того, чтобы попрощаться с вами. И попрощаться с вами я хотел бы, не знаю, кому-то грустным, а кому-то, может быть, и приятным напоминанием о том, что скоро уже осень. Вот такие деревья сейчас в Припяти. Как видите, листва уже желтеет. Не знаю, кому как, а лично мне это навевает немножко романтическое настроение. А касательно зоны отчуждения могу сказать так, что самое лучшее время для посещения зоны – это осень. Причем осень золотая. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол. Увидимся и всего вам прекрасного. Пока, друзья.